Далеко-далеко, на просторах Млечного Пути, на расстоянии более 12 тысяч световых лет, в созвездии Скорпиона, находится уж очень старая планета. Она настолько старая, что Земля, Солнце и все вместе взятые планеты дружно уступили бы ей место в транспорте. Да чего уж там, великий гигант Бетельгейзе просто щенок по сравнению с ее возрастом. Среди астрономов ее называют Мафусаил, однако у нее существует и официальное название. Свои первые шаги по просторам Млечного Пути она сделала примерно 12 миллиардов 700 миллионов лет назад. А за время существования этой планеты появилось Солнце, сформировалась от и до Солнечная система и возникла жизнь на Земле. И с каждой секундой эта планета становится все старше и старше. Для сравнения, современный человек появился примерно 200 тысяч лет назад, а ей более 12 миллиардов лет. Но это еще не самое интересное. Эта старушка вращается вокруг экзотической пары звезд, одна из которых является пульсаром. Этот пульсар делает почти 100 оборотов в секунду вокруг своей оси. Вторая звезда – это обычный белый карлик. Эти звезды вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии примерно 1 астрономической единицы, а полный оборот происходит каждые 6 месяцев. Планета Мафусаил примерно в 2,5 раза массивнее Юпитера, а полный оборот вокруг звезд планета совершает примерно за 100 лет. Расстояние от планеты до звезд составляет 23 астрономические единицы, это чуть больше, чем орбита Урана. Однако, происхождение пульсарных планет до сих пор до конца неизвестно, но очень похоже, что такие планеты не являются родными для систем с материнской звездой пульсаром. Пульсары – это звезды, которые пережили взрыв сверхновой, и поэтому маловероятно, что после подобного катаклизма в системе может выжить хоть одна планета. Однако астрономы предполагают, что планета образовалась скорее всего возле звезды, которая превратилась в белый карлик, а затем эта Солнечная система была вовлечена в поле тяготения пульсара. Но подобные объединения таких систем редко происходят в плоскости нашей галактики, но в шаровых скоплениях такое бывает часто. Согласно разработанной модели, 10 миллиардов лет тому назад пульсар захватил в поле своего тяготения обычную звезду с планетой, в процессе потеряв свой второй возможный компонент, а около полумиллиарда лет назад захваченная звезда перешла на стадию красного гиганта. Обычно период вращения молодых пульсаров не превышает 1 секунды, и с течением времени их скорость снижается, соответственно, уменьшая частоту. Но более короткая периодичность характерна для так называемых миллисекундных пульсаров, скорость вращения которых поддерживается перетеканием вещества с соседней звезды. Поэтому период вращения пульсара Мафусаила составляет несколько миллисекунд, что объясняется только перетеканием аккреционного вещества. Поэтому исследователи предположили, что нынешний белый карлик до вовлечения в орбиту пульсара был обычной звездой, которая, став красным гигантом, заполнила полость Роша, и ее вещество стало перетекать на пульсар, разогнав его вращение до нынешней скорости. Но на протяжении следующих сотен миллионов лет аккрецирующее вещество порождало множество рентгеновских вспышек колоссальной мощности, ускоряя пульсар все больше и больше. Так продолжалось до тех пор, пока красный гигант не достиг нестабильности и верхние слои звездного вещества были сброшены в открытый космос, а оставшееся ядро сжалось в белый карлик. В данный момент звезды мирно вращаются друг вокруг друга, и эта двойная система с экзопланетой медленно дрейфует к центру скопления М4, где плотность звезд уж очень высока. Поэтому есть очень большая вероятность, что всю эту кампанию ждут новые катаклизмы, а судьба планеты до сих пор остается неизвестной. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, обязательно поставь лайк и напиши в комментариях свое мнение по этому поводу. Спасибо за просмотр. Пока.